Здорово, друзья, с вами Терминатор, мы продолжаем проходить Kingdom Come Deliverance. В прошлой серии мы расследовали убийство, которое разбойники учинили в Нойнхофе. И потом Рыжий убежал, и теперь у нас новое задание, надо его найти. Называется «Рыжий между двух огней». Еще я выучил какой-то навык. Кровавое письмо. Что делает? С большой вероятностью вы сможете пустить кровь своему сопернику. Пожалуй, выучим этот навык. Все, отлично. Так, погнали. Нам туда надо идти. Значит, я здесь выбегу, короче. Солдаты, а что вы стоите? Пошлите со мной. Почему моя лошадь самая последняя? А, кстати, а накидки ей можно покупать? Красивые такие, вон как у той. Задавлю, гаденыш! Надеюсь, он меня простит. Да что за говно? Камни перепрыгнуть не смогла лошадь. Я вот здесь, пожалуй, заверну. Курочки, разойдитесь. Куда я хрен пойми пришел? Перепрыгнем? О, бэби. Ладно. Ускоряемся. Вот так вот я, короче, пробегу на иконку, которая показана у меня на радаре. Лес, поля. Тут, короче, все. Да блин, далеко там еще бежать? Я вообще куда-то упал. Погоди-ка, вот, походу, я пришел. Лошадь у меня устала. Все, отдыхай. Ты свое дело сделала. Тут, кстати, еда вон есть. Это я потом поем. Ты кто? Углежок? А ты кто? Старший углежок. Давай с тобой сначала поговорим. Good day to you. What do you need? Could you help me? Depends what you want, doesn't it? I'm looking for Ginger, a stable boy from Neuhof. They say he ran away and joined up with some charcoal burners he used to hang around with sometimes. Sorry, there's never been a lad called Ginger around here. You have to try somewhere else. A murder's been committed at Neuhof, and that boy likely knows who did it. It's vital I find him. There's been murder aplenty in these parts of late, but that Ginger lad really hasn't been here. There'll be a lot less murdering going on once I bring those bastards to justice, so how about helping me out? Calm down, lad, for the love of God. There's been no one like the boy you want round here. But then again, there are other charcoal burners. Try them. You might want to hurry. You're not the first to be asking about him, and the others weren't exactly a noble-looking bunch, although they were generous with their silver. They didn't happen to say what they wanted him for? No, but they definitely didn't look like they wanted to invite him to a feast. Do you have any idea where else he could have gone? You said he was friends with the charcoal burners? Well, you'll definitely find some in the forest between Neuhof and Uzhets. There's good spots around there. But that forest is huge. I could spend weeks searching. Then follow the river. That's how you found us, isn't it? Where there's charcoal burners, there's always water nearby. All right, I'll go and ask somewhere else. Поговори с углежогами на севере, новая задача. А поговори с углежогами на юге мы выполнили. Вот теперь пора и поесть. Все, походу, одни и те же супы едят. Что в доме? Здесь, кстати, сундук. Скрыть замок очень сложно, но это мне не по силам. Давайте поспим, что ли, до следующего дня. Сейчас 6 часов вечера. Скоро стемнеет, мы поспим до 6 утра.
Как раз мне надо жизньки накопить, потому что разбойники идут по пятам. И поэтому, я думаю, придется потом с ними сразиться. Если они Рыжего найдут раньше меня, 100%, короче, я такой прихожу к Рыжему, и там эти разбойники, и потом Рыжий такой говорит: Топ Геймер, защити меня, пожалуйста. И я такой достаю меч бургера. Рот закрой и спи. Достаю меч бургера. И все. Просто всех уничтожаю. Такси приехало. Садимся. Сейчас мы сначала глянем карту, куда нам надо идти. Итак. Ух ты, блин, нихера, здесь территория. Я буду 20 лет искать. Так, давайте сначала в Нойхоф переместимся. Это будет намного быстрее, чем самому бежать. Отлично. Вот это то место, откуда я пришел. Нам в ту сторону. Вправо. Поскакали. Но не будем уже дядьку давить. Он уже свое выстрадал, когда я ему втащил. Что-то я куда-то мимо поехал. Скачи, Сивка, у тебя много сил. Сивка-бурка, сивка-бурка. Цветочки тут всякие растут. Так, погодите. Куда я вообще бегу? Вот, я здесь сейчас выйду на дорогу прямо, и по дороге просто мне надо бежать, и я войду в реку. Там уже оглядимся и осмотримся. Куда дальше двигаться? Но надо двигаться возле реки. Верховая езда прокачалась. Это хорошо. Надо возле реки искать, потому что, как сказал предыдущий углежок, им всегда нужна вода. Поэтому углежоги располагаются возле рек, озер, ручейков. По сути, я их уже нашел с первого раза. Вот это пруха. Так, тихо, ты кто? Я прям с лошади нельзя говорить. Жалко. Думаю, надо опять поговорить со старшим углежогом. Так, ты кто? Просто углежог. А ты кто? Тоже углежог. Вон там еще есть домики. Так, ты кто? Тоже углежог. Собственно, где старший углежог? Я могу только поспать у них. Ну-ка, давай-ка часок подождем. Я вот так сделаю, короче. Вообще уже посветлело жестоко.
Кто яблоко в день съедает, у лекаря не бывает. Русские народные пословицы и поговорки. А где старший-то углежок? О, вон ты где спрятался-то вообще. Good day to you. I'm looking for Ginger from Neuhof. Do you know anything about him? I know him. What do you want of him? There's a few questions I need to ask him. Well, you'll have to go somewhere else to find him. He doesn't come here much. I really must speak with him. A murder was committed at the stud farm, and that boy probably knows who did it. I have to get him to talk. And you think he had a hand in it? Hard to say. He ran away, but on the other hand, it seems he stabbed one of the attackers. Well, when you put it like that, it's clearly urgent business. I do know him. Not personally, but I've seen him around. He's friends with the charcoal burners down by Townburg. I know he hangs around with the twins there. Downstream by Townburg? Somewhere by the castle? If you follow the river to the west, you're bound to run into them. Oh, one more thing. Yes? Some other men have been around asking about him, but they weren't as convincing as you. Значит, эти барсуки здесь тоже были, которые его ищут. Опять мимо. Лагерь мимо. Так, давай я здесь выйду. Лошадочка, беги ко мне. Че так медленно ходишь? Тебе пинка, что ли, дать, чтобы ты быстрее двигалась? Итак, кстати, я собрался, даже не посмотрел, куда надо идти. О, тут недалеко, кстати, идти. Собственно, я вот здесь. Так я сейчас вот здесь пройду. По дорожке здесь мы пройдем сейчас. Вот она, тропиночка. Даже можно ускориться, чтобы быстрее прийти. Мост, но он мне не нужен. Мы вот здесь пробежим. Специально для меня была изобретена эта тропинка. Я уже не туда побежал. Тропинка завернула не в ту сторону. А я просто бегу через лес. Сейчас еще немножко бежим, потом даем лошадке отдохнуть. Все, тихо, отдыхай. Я пока вот так вот аккуратненько, потихонечку побегу. Да ёкарно, далеко там еще бежать-то? Вот так мы уже пришли. По мосту-то не судьба пройти. Всегда так, вместо того, чтобы по нормальному пути пройти. Хотел срезать, думал, смогу пройти, блин, больше времени потратил. Ух ты, блин, мне надо найти каких-то близнецов. Ты близнец? Ты углежок. Ты близнец? Ты какой-то бран вообще. Баран, наверное. Радан. Баран, Радан. Ты, кстати, кто красный? Ты выделяешься среди всех. Близнецы-углежоги. Good health to you. Where are you hiding, Ginger? How did you... What the hell are you talking about? Don't try that one on me. I know he's friends with a pair of twins from here. I'm here on the orders of Sir Hanush, and I need to talk to Ginger about the raid on the stud farm. If Sir Hanush sent you, then you should deal with those two cutthroats who've been creeping around here asking about the poor boy. Once you take care of them, we won't have to hide him anymore. All right, I'll deal with them. And then you'll tell me where you've got Ginger hidden, right? Right. You get rid of them, and I'll tell you. So where can I find these bandits?
I'm not sure exactly. There's lots of places to hide around here. But they came and went over the bridge, so I reckon they must be somewhere between here and our neighbours. That's a lot of woods to comb through. Not all that much. There's a path around there somewhere leading to an abandoned camp. Ну все, понятно. Они в заброшенном лагере, к которому ведет тропинка. Лошадь, ты что там стоишь, как неродная? Так, карточка моя. Значит, если судить по их логике, заброшенный лагерь должен быть где-то вот здесь, получается. Если я бежал вот здесь вот, никакого лагеря здесь не было. Кстати, можно еще пройти потом вот здесь посмотреть. Сначала давайте пойдем вот сюда, короче. Я вот здесь поставлю флажочек. Там уже посмотрим. Если там не будет никого, то будем уже думать, где искать этих бездарей. Что за трупак? «48 мяс косули, нахер мне столько много?» Она, кстати, много весит? What are you up to, poacher? I wasn't hunting. That carcass was already lying there when I came. I saw you butchering the carcass. I was looking for signs of life. To see if I could help. Uh-huh. And could you? Unfortunately not anymore. All right. I suppose you're not the guilty one after all. I'm glad you saw sense. We'll just have to report it to someone. Unfortunately, there's not much we can do about it. Охерел? Сам, наверное, убил? Да, лошадка моя? Косулю замочили. Отойди, вонючка. Я буду двигаться на флажок. Слава богу, тут по лесу всякие мутанты не ходят. Можно поэтому не опасаться и со всей скорости просто бежать. Главное только в дерево не влететь. А то будет уже не до охоты. Кстати, вот тропинка какая-то. Это я пришел куда уже? Ага, вот я здесь. Давай-ка я на всякий случай слезу. А то мало ли что. Похоже, я ошибся. Здесь что-то... Никого, походу, нету. А не, погоди-ка, вон человек сидит. Это, походу, есть браконьер, поганка, лысая. What's that? Стой, гомосятина. Is someone there? Ой-ой-ой, с топором. Ha! Had enough? Я, правда, думал, на кого из них напасть. Лучше. Ух ты, ёкараны. Может, я тебя сейчас... А, бежим!
Я в лесу ничего не вижу вообще. Куда бегу? Come here. На тебе в бошку! Is that all you've got? Выкусил! Гроши, стрела, длинный темный. Защита 1, он это носит. О, вон 120 стоит перчатки. А чё перчи так дорого стоят? Подозрительный ополченец. Я вообще не знаю, куда я прибежал, но давайте надо еще пойти другого осмотреть. Собственно, топор мне его не нужен, потому что я не хочу с топором ходить. Что с картой-то вообще? А, во, надо было Q нажать. Вот лагерь. Туда нам надо идти. Там, кстати, где-то еда была еще. А на пеньке можно сидеть? Блин, что-то какой-то мощный дядя был. Этого-то я со спины вообще быстро замочил. Этот меня чуть не уработал вообще. Подозрительный ополченец. Даже оружие достать не успел и подох. Посмотрим, что у него есть. Гроши. Ого, у него меч. Колечко я сопру. Все равно же ему не нужно будет. Все-таки хорошо то, что я вернулся за ним. Не поленился. Дальнобойная стрела. Урон 110. Нихера себе. О, а на этот меч у меня хватает ловкости, походу, да? Похаваем. Нам это пригодится. Моя лошадь где-то там. Ой, блин, напугал. Ты откуда здесь так взялась быстро? Так, ну чё, нам надо теперь вернуться к этому красному близнецу. Что с картой-то вообще такое? А, кто это здесь поставил переход вообще? Так, подожди, а где я нахожусь? Я здесь? А у меня теперь не показано, куда идти надо, но, видимо, вот в этот лагерь. Я вот здесь галочку поставлю. Через лес, думаю, сможем добежать вот так вот, опять как прибежали. Все-таки я был прав, то, что они здесь оказались. Но это очевидно. Если он сказал, тропинка ведет, а там только одна тропинка, то... Ничего сложного в этом не было. Ей просто повезло. Я опять застрял в каком-то болоте. Чё нахер? Куда идти? Да, я выйду отсюда лучше сам. Вон уже мост какой-то.
О, зайчик. Чё, блин? Попутала? Лошадь. Да как выйти-то, блин, опять застряла. Через кусты даже пройти не смог. Вон этот красный дядька ходит. Ща я ему скажу. Я все сделал. Миссия выполнена. Стоять! Да стой ты, гадина! You don't have to worry about those bandits anymore. I've dealt with them. Really? And I suppose I have to take your word for it. If you want proof, I can take you to them. Maybe I should have brought you their heads. I'll take your word for it. All right, a bargain's a bargain. Ginger is hiding out in a ruined hut not far from here. You go along the road to Ujits until you see a path to the right that leads to a small spring. There's an overgrown path that leads from there right to where Ginger is. Keep your eyes peeled though. You could easily miss it. Good. Thanks for your help. Найди рыжего пропавшего конюшонка из Нойхофа. Но у нас уже главное, с третьей попытки мы узнали, где находится рыжий, и сейчас мы будем с ним беседовать. Сначала мы до него добежим, нам бежать в ту сторону. Да ёкарны! Так, посмотрим. Карта. А, блин, в лес надо бежать. Что за подстава? Опять побежим через деревья всякие разные. Так намного быстрее, чем по каким-то тропинкам искать. Тем более у меня показано на карте, куда идти. Там уже сориентируемся и найдем его. Блин, надо вот этот убрать. О, так подожди, я уже пришел. Блин, ничего я не могу здесь пройти вообще, ни хера. Потому что мне надо вот сюда. О! Jesus, you've led me a merry dance. What do you want from me? I want to ask you a couple of questions. Why did you run off like that? Where are your cronies? And why did you kill that bandit? What? Right, one thing at a time. Why did you run off in such a hurry? Because I was afraid they'd come back and kill me. Who? Those bandits, of course. To get revenge on you for killing their mate? Killing? Me? I never killed anyone. God is my witness. I'm looking for your friends. Where are they? The charcoal burners? They're over at the... To hell with the charcoal burners. Where are your bandit mates? They're not my mates. They nearly killed me. I recognized one of them, so I thought they'd come back and... Recognize? Who was it? Talk! I don't know his name, only that he's from Ujits and he has a limp. What can you tell me about him? How do you know him? I saw him a few times in the tavern in Ujits, playing dice and boozing. And? I know he lives in a house on the edge of the village,
but that's all I know. I never talked to him. Why did you kill that bandit? What? Bandit? I never killed anyone. This is yours, isn't it? I pulled it from the belly of a dead bandit near the stud farm. That is mine, but I didn't stab him. That fellow took it from me. What fellow? I don't know his name, but he's from Ujits, and he has a limp. He limps and he's from Ujits. That's not much to go on, but I suppose it'll have to do. It's all I know. I never talked to him. And now tell me exactly what happened. And don't leave anything out. That's quite a long story. Don't worry, I won't get bored. All right. I woke up in the middle of the night because I needed to go for a piss. So I went out into the dark, same as usual, only there was something there that shouldn't have been. At first I thought it was just a trick of the light, but it wasn't. Then it was too late. They went past and I thought they must be horse thieves. I would have yelled, only I was afraid they'd kill me. So I waited until they were out of sight and I started to sneak away, but then... Then the slaughtering started. Yes. I thought they'd steal the horses and ride off. That would be bad enough, but then all the killing started and flames everywhere. It was terrible, like hell itself. And then? It seemed some of them didn't like it either. They started squabbling among themselves, and some of them started running back where they came from, right towards me. And I had that thing in my hand, the hoof pick. So you stabbed the first one in the belly? No. He ran right into me. He was running fast for a fellow with a limp. He pushed me aside and I fell on the ground. Then he told me I'd better lie low if I valued my life. And he ran off with the others. And I did what he said and hid. Then the rest of the gang ran past. And then? Then I waited in case that limping one from Ujits came back. I didn't dare come out until I was sure. I think it was almost light. What about the others? Was there anything you noticed about them? I don't know. There might have been maybe 8 of them, and 2 of them were really big. That's all I can remember. Do you know what they argued about? I didn't hear everything, but I reckon some of them were only there to steal and wanted no part in the killing. That sounds terrible. I know exactly how you feel. If only I yelled. Maybe they... If you had, you'd most likely be dead. It probably wouldn't have done any good anyway. But still... There was nothing you could do. That's all. And now tell me exactly what happened. And don't leave anything out. That's quite a long story. You don't have to tell me everything, just who they were and where they went. I only recognized one of them. A fellow from Ujits with a limp. He lives in a house on the edge of the village, but he's in the tavern there whenever he has the coin. What else do you know? Nothing. That's all. I've heard everything I need to hear, so I'll leave you be. Wait! What about me? Won't you help me out? Perhaps I could. What would you like? I'd like to go back to the stud farm, but those cutthroats who want to kill me are still around. Will you help me? They're out of the way. I ran into them on my travels. Really? That's great, but... What? I'm afraid to go back to the farm. I ran away, and God knows what they'll think about it all. I don't know if they'll even want to talk to me. I could go and ask them if it's important to you. Would you? You'll definitely have their respect, the way you took care of those cutthroats. Ну что, Рыжего мы нашли, с ним поговорили, получили много важной информации. Такие цветы синие красивые. Получили много важной информации. И теперь нам надо вернуться в Нойхоф, чтобы, типа, сказать: разрешите, пожалуйста, Рыжему вернуться. Он хороший пацан. Ничего плохого он
Не сделал. А это что, я потом пешком, что ли, должен до сюда бежать, что ли? Вы что, попутали? Капец, долго идем вообще, я уже просто заколебался. Не обращать внимания. Ладно, забей, изучить шанс. Что такое вообще? Путник. Иди нахер, путник. Опять путник. Путник. I need some help finding my way. Hey, can you help me? I need some help finding my way. Ну, давай я подскажу дорогу. Что ты хочешь, мужик? Hey, can you help me? О, кстати, это купец. My respects to you. Where are you going? To Ushitz. I have to see the bailiff. А я не знаю, где Ужица находится. Sorry, I really don't know. Oh well, I'll ask someone else then. Сейчас я еще неправильно дядьку направлю. Потом он на меня найдет и скажет: слышь ты, попутал ветра? Сейчас я тебя буду отпинывать за то, что ты меня неправильно отправил. А где Ужица вообще находится? Кстати, вон здесь 2 задания. Вот я и пришел обратно. Куда мне надо? Туда мне надо. Лошадочки стоят. Теперь моя будет первая стоять, поняли? С кем связываетесь? Все, такси приехало. Стоять. Hey, Henry's come to May the see Lord us. watch over you, Henry. Эдена. God be with you, Henry. I found Ginger. He begged me to ask if he can return, man. Why should I take him back? It might be his fault I had to bury my husband. What? Why else would he flee but guilt? The men said they didn't see him in bed. He didn't have a clean conscience because he gave those murderers a signal. That's not true. He fled because one of the attackers recognized him and Ginger was afraid he'd come back and kill him. Those are just excuses. He wouldn't dare come back. But they came back the very same day. If he hadn't run, they'd have killed him and everyone else. Why would they do that? Why not? They'd already murdered several people, why not a few more? And now I'm supposed to take him back? What if they come back for him and kill one of my daughters in the process? The cutthroats who were after him have been taken care of. And the rest have no reason to return here. And what about for revenge? I can't take him back. How are you, Henry? There's no need to fear vengeance. The bandits who were looking for Ginger are in hell, and no one else knows about him. But what if they find out somehow? The only way they could find out would be a holy vision. Anyway, I reckon they'll have more pressing concerns than coming back here. Well, all right. Let him come back. But he'd better not do anything like that again. Чё нахер? До Рыжего надо бежать опять 20 лет. Давай я с тобой, что ли, поговорю? Good day to you. I talked to Ginger and found out what happened. Out with it then. Ginger fled because he recognized one of the raiders. He was afraid they'd come back to silence him. Well, he was right. They were asking about him. So who did he recognize? He didn't know his name. Some fellow with a limp from Ujits. All right. Since you've gone this far, you may as well ask around at Ujits.
We've enough to do here in these parts anyway. So Radzik will tell you about it. He said to send you to him if you haven't already been. Ну да, задание такое. Не короткое. Надо вернуться теперь к пану Радцигу. И к Рыжему. До Рыжего, правда, вообще далеко скакать. Это же вообще охереть. Погоди, а это что? Корчма на полянке. А поближе ничего нету. Тальнберг еще дальше. Давай корчма на полянке тогда. Перемещаемся. Хоть я сэкономлю несколько километров. А где моя лошадь? О! Бежать нам надо на... На букву «Б». Вон туда. Скажем Рыжему сначала то, что ему можно вернуться, потом отправимся к пану Рацигу. А потом не знаю что. Хоть лошадь у меня есть, на лошади быстрее, а так я заколебусь вообще идти. Слушайте песенки. Да блин, кончилось. А, я в дерево прям влетел. Но добежать... Сейчас мы уже почти добежали, походу, я думаю. А к пану Рацигу мы уже отправимся через... Быстрый телепорт. You can return home. It was hard work to convince them, so please don't get into trouble when you go back. Thank you. I'd like to give you something, but I've got nothing except if you're ever traveling by way of Neuhof, stop by and I'll show you something with the horses. Отлично, задание выполнено. Теперь садимся на лошадь и отправляемся к пану Рацигу. Вратая. Ух ты, нихера, смотрите, как далеко идти. Можно попутать, короче. Нижние ворота Ратая. Вот сюда мы переместимся. Никаких путников я смотреть не собираюсь вообще. Черт! На меня напали какие-то козлы. Ничего не видно вообще, что там происходит. Стрелы все загородили, блин, весь путь. Козлы атакуют меня. Все, поехали быстрее. Проходим Нойхоф. Но тут недалеко идти. Остается уже нам. Вот уже и замок видно. Че, ночь что ли уже наступила?
Стой здесь, лошадь, никуда не уходи. Где вообще путь? Ой, это что там такое? А, вот он, вход-то. My home, my family, my livelihood. Be merciful, good people. Мне надо найти теперь пана Рацига. Надеюсь, он не спит. Ну, лошадь его здесь. Да блин, по лестнице подняться не может. Дурак. Стражник. Подожди, а где пан Рацик? Там выше? Тут какая-то башня вообще. Ой, здорово. God be with you, lad. What can I do for you? My lord, I managed to find a clue to the whereabouts of the bandits. Excellent. Bernard already told me what's been happening, but I'd like to hear it straight from the horse's mouth. The whole story, or just the gist of it, sir? It's up to you what you consider important. One of the Neuhoff stable boys, a lad they called Ginger, fled from there and hid out with some charcoal burners. I have to say, there's a lot of them around. I never thought how many forges and ironworks they have to supply. That's true, but keep to the point. Oh, yes, sir. I had quite a job finding him. He was well hidden and with good reason. The bandits wanted to kill him because he recognised one of them. Did he tell you what happened? He said it wasn't one gang, but two. And one of them took fright when the slaughter started. Seems they were only interested in loot, so they quarrelled with the other lot. Then it came to a skirmish in the woods and one of them was killed. And the rest of them scattered. And did you find out where they went? All I know is one of them is from Ujits. I know enough about him to be able to track him down. All right, but those cutthroats must know who he is too, right? And if they want to get revenge on him or silence him, you'd better hope they don't get to him before you. So drop everything and get on his trail. Find out what he knows and then report back to me. I'm going to our encampment at Merhayed to oversee the security of the region. Yes, sir. Why choose Merhayed? It's somewhat at the centre of events, isn't it? And what's more, there's another stud farm there. Sir, do you think they're going to try the same thing again? I shouldn't think so. Everyone will be on the alert now, but the secluded dwellings are more vulnerable. There are few people in them. They're scattered everywhere and we can't guard them all. But the bandits won't find much silver in places like that. There's always a groschen or two, some food and so on. Anyway, how much silver did they get from slaughtering those horses? True. If they'd stolen them, they could have sold them. Those were fine animals. Exactly. It's not about the silver. It's about something else. But what? Creating fear. Such great terror that you won't even squeak when they come to cut your throat. Never mind raise your hand against them. Fear that will root you to the spot, staring like a rabbit entranced by a stoat, waiting for the death blow to fall. Helpless to do anything about it. I have some news about the investigation, sir. Good. Tell me. The trail leads to Ujits. I found out one of the bandits is from there, a fellow they call Limpy Lubosh. I see. What else? That's all I found out so far, sir. All right. Come back and report to me as soon as you learn anything new. Ну вот и отлично. Миссия выполнена. С вами был Терминатор.
Подписывайтесь на канал, ставьте лайкосы. Всем счастливого пути и до новых встреч!